Яна, привет! Ты такая красивая Кажется, вроде сегодня. Какой-то повод? да, у нас в детском саду фотосессия. О, серьезное мероприятие. Супер. Да, Поздравляю. да. 1 альбом. Спасибо. А, Готовилась, да, так, подожди, сделаю чуть-чуть погромче. давай. Ага. Э, о чем важно поговорить сегодня тогда? Слушай, я такую тему у себя увидела, на одной из коуч-сессий. Я поняла, что я живу в определенной иллюзии. Я сама себе очень красиво эту иллюзию создала. Это иллюзия по поводу моего времени. Вот ты себе просто не можешь представить. Я всегда думала, что у меня есть вот ребенок идет в детский сад, и у меня 5 часов свободных. Вот они свободны. Но на самом-то деле это неправда, потому что мне нужно в одну сторону поехать 40 минут, потом обратно 40 минут, потом еще с собакой тут погулять, потом опять обратно, и потом, ну, короче, а еще нужно поесть за это время, понимаешь, потому что с утра я даже не успеваю позавтракать. Факт в том, что на самом-то деле из этих 5 часов, мне казалось, у меня на самом-то деле остается, ну, максимум 1,5 часа. То есть на какую-то работу конкретно, чтобы там сессию разобрать и так дальше, и так дальше. Вот. Я осознала, что дальше. Я пошла на еще одно обучение. Сейчас health coaching. Я тебе рассказывала. Да, я тебе рассказывала. Наконец-то я вот вчера официально все начала смотреть лекции. Поздравляю. Да, вот, ну, для меня это прям что-то такое. Я такая: да, я это сделала. Ты знаешь, хотя там я даже не думала. То есть, как у меня будет со временем. И то, что я о себе узнала в этот момент иллюзии. Я думаю, пофиг, я буду, не знаю, ночами буду учиться, но я пойду туда. Но сейчас как бы немножко вот эти все эмоции, радость, оно все прошло, и мне хочется как-то более адекватно, что ли, реально понять, ам, на что хватает времени, чтобы не привести себя, ну, как бы, чтобы это опять все не вылилось в какой-то там бурнаут, выгорание и так дальше. Вот. Как-то так. Потому что очень много всего хочется, и обучение еще, там и менторинги дальше продолжаются, и все вот это, и сессии, а вот еще Инстаграм, вот смотри, прямой эфир нужно потом обсудить. Это все хочется, а может ли оно на самом деле? Вот об этом сегодня сессия. Э, Ян, прям сразу вопрос. Это тогда про приоритеты, про тайм-менеджмент, про смыслы или что здесь, должно создаться, чтобы ты была, удовлетворена результатом через условные Мгм. полчаса? Это все, это и смыслы, и тайм-менеджмент. Просто вот у меня есть эта иллюзия, мне же все хочется. И мне все хочется. Понимаешь, в чем проблема? Мне хочется и вот это, и инстаграмом сторисы в Инстаграм сделать, и прямой эфир выйти, и всего много хочется. А, но это все не успевается, а в конце дня у нас появляется что? Появляется вот этот внутренний голос такой: "Блин, начала я вести "Инстаграм", 2 дня прошло, как после того, как я его начала вести, и всё. И вот уже который день я вообще нифига туда не выхожу". Начинаются, как бы, знаешь, терзания, которые забирают, конечно же, энергию. Мне их не хочется. Мне хочется всё-таки понимать, на что я действительно, как бы, способна физически. Но мне как будто этого не хочется принимать. Вот понимаешь, я-то сама себе не могу признаться. Я вот такая вот, даже с обучением. Буду учиться ночью. Вот, ночью буду учиться. Ян, и при этом я помню, что не так давно и даже не один раз у нас, вот эта тема всплывала про то, как ты много делаешь, про, то, что когда идешь на такой большой скорости, наступает выгорание, что как это все оптимизировать. Вот что, тогда должно произойти сегодня, чтобы вопрос решился?
Знаешь, приходит такое сделать шаг в реальность. Ну, реально оценить свои возможности, вот без этих каких-то иллюзий и ожиданий. Мне, знаешь, такое ощущение, что у меня судьба вот сейчас как будто вот опять, ну, то есть я правильно ты подметила, то есть было какое-то время, ну, все нужно замедляться, да, вот много всего, там скорость, все вроде замедлилась. И тут только я замедлилась, оно у меня так: и обучение, и вот это еще, давай "Инстаграм", а давай еще вот "Ютуб" канал, такие идеи классные. И вот вроде бы все я этим как бы горю, мне хочется. То есть у меня, допустим, вот "Инстаграм", я об этом уже думала, то есть это не просто канал там продвижения, а мне хочется что-то туда вот, ну, говорить, вещать, писать, мыслями своими делиться. Мне этого хочется. Но как будто с реальностью это не совпадает, потому что я понимаю, что, ну, как бы мне этого хочется, я об этом думаю в 10 часов вечера, когда у меня просто уже, как бы, знаешь, я там в кроватке лежу и такая: "Боже, надо вот сторис записать". И такая чих, и все. Вот так мне хочется, понимаешь? Такая: "Ну все, сейчас ребенок уснёт, и как бы я тоже с ним усну". Всё, с ней. Может, это реально про приоритеты. Ну, давай, может, реально про приоритеты. Что мне для меня важно. Я вклинюсь на секунду. Мгм. Смотри, начали, когда с того, что ты сказала про иллюзию времени. После этого иллюзия, там, за эти короткие 7 минут слово прозвучало несколько раз. Потом пришло слово реальность. И ты как-то вот э, немножко посмеялась, немножко ушла в глубину, и сейчас возвращаешься, говоришь, может быть, приоритеты. И я вижу, как меняется энергия, прям чувствую. А, это все про что? Знаешь, как будто и отпускать ничего не хочется, и вот все остаться везде хочется. Но, с другой стороны, понимаешь, что и остаться не получится. Ну, вот типа оставить все. И как будто, знаешь, грустно. Ты такой, как бы, думаю: "Блин, может, вот это нет, ну это тоже нужно, а вот это нет, и это тоже мы с собой берем". Слушай, это кто сейчас с нами? Кто с нами? Слушай, какая-то метафора мне пришла, я типа про необитаемый остров. Знаешь, ну так что ли, едем на необитаемый остров, и ну, такая хожу и думаю, что нам, спички или там, не знаю, ножик? Что важнее, нож или спички? Ну, и нож нужна, как бы вот спички нужны. Вообще не могу не поделиться, Ян. То есть смотри, говоришь про то, как опять-таки, поправь, могу ошибаться, как сделать твою жизнь Мгм. для тебя более комфортной. И приходит метафора необитаемого острова и жесткого просто жизненного выбора между спичками и ножиком. Ты такую жизнь хочешь? В такую жизнь, едешь? Хм. Ну,
Вот получается, что сейчас, да, видишь, сейчас направление вот к такой жизни. Как тебе? Блин, как будто я опять с этого курса сбиваюсь. Чё же меня-то тянет постоянно на какие-то такие испытания, прям выживание. Ну, то есть реально, да, это прям вот выживание на необитаемый остров. Типа выжить любой ценой, спички и нож. Мгм. Еще что важнее? Спички или нож? Ну вот ты знаешь, я сейчас, мне кажется, я поняла, что, что нужно притормозить. Ну, в том плане, что, блин, я потеряла свой маяк, а мой маяк — это мое состояние. Вот. Маяк — это мое состояние, и я в очередной раз сейчас, видишь, теряю вот этот маяк, это состояние, потому что вот как бы это ж всё так типа прикольно, да. Вот понимаешь, оно настолько, оно как-то так прячется. То есть я думаю там об этом, об этом, об этом, и вроде бы испытываю вот эти эмоции как бы. Ну, конечно, когда ты в это все погружаешься, это все требует времени, усилий, это все каким-то образом влияет на нас, на наш организм, на физическое состояние. Вот там посиди, не знаю, там 2-3 часа, сделай какое-то видео, запусти вот это, вот это, вот это. И, конечно, что вот это вот такое вот всё классное состояние, оно там как бы, оно переходит в совсем другое. Букетно-цветочный период. Вот это что-то. Мгм. Ам, а мне не нужно, чтобы оно переходило эти границы, потому что когда я теряю, состояние какого-то удовольствия, м, у меня начинается выгорание. Но я поняла для себя, вот, короче, по поводу "Инстаграма", мне кажется, что, ну, как бы на данном этапе вот это единственное, что о чем я думала, чего я как бы пока не делала. Видишь, я уже сделала выбор. Я пошла на это обучение. Для меня это было важно. А, я очень этого хотела. И если вот расставлять приоритеты, видишь, я ж по сути-то их уже расставила. Я уже заплатила за обучение, я там уже есть, учусь, все поздно. Мне нравится, мне интересно, вот, мне интересно, мне нравится. А вот по поводу всего другого мне просто нужно, м, ну, я не буду сейчас планировать какую-то бурную деятельность. Вот мне захочется что-то написать, у меня будет время, буду сидеть там на диване, там, не знаю, что мне захочется написать, поделиться с кем-то, поделюсь. Захочу где-то куда-то выйти в какой-то эфир, выйду. Вот. Ну, то есть, чтобы не было этого опять, надо каждый день делать какие-то сторис, там надо каждый день выкладывать рилсы, еще что-то снимать, вот чтобы, короче, без этого надо. Чтобы это пока для меня просто там ну, типа, не превращать это, как бы это ни было, да, и это в какой-то серьезный инструмент, а пока, там, не знаю, просто чтобы это оставалось моим фаном. Вот мне хочется, я вышла, мне не хочется, я не вышла. А там уже типа посмотрим, если что-то изменится, может, будут какие-то другие обстоятельства, что-то поменяется. Вот. Да. Поделюсь наблюдением, Ян. Мгм. Смотри, вот когда говорила про то, как много у тебя дел, а, вот прямо была энергия, был движ, ты улыбалась. А сейчас, когда ты говоришь о том, как ты хочешь сделать, а, ты замедляешься,
мне кажется даже, что, может быть, грустнее, сейчас поправишь меня, если я ошибаюсь. Мгм, мгм. Э, 1 наблюдение, сразу скажу второе. А, ты сказала, что такая, ситуация, когда у тебя всего много, дает тебе эмоции. Получается, что если вот этих событий нету, то тогда эмоций М, нету? э, Тут даже не так. Просто вот эти эмоции, они вот как настолько, они как искра. Вот они зажглись, ты такой: "Да, хочу, хочу, хочу", и все. То есть, и когда ты уже это как телефон. Вот хочешь, ходишь там, блин, хочу новый телефон, iPhone вышел. Ты его покупаешь, выходишь сразу же, только выходишь, там, не знаю, заплатила деньги и все, и такая: "Ну все, ну телефон, ну вот, все". То есть, по сути, у меня вот эта штука, она тоже, эти эмоции, они очень такие, как бы, тоже иллюзорно хрупкие. А что дальше стоит за этими эмоциями? То есть, получается, вот эти действия, ну, это работа, то есть то, как я к этому отношу, ну, как бы отношусь, типа, серьезно, да, и вот там, для меня там вести Инстаграм, да, тебе нужно каждый день заходить, что-то постить, какие-то видео, какие-то сторис, ну, тут есть определенную работу ты делаешь. А я ее не могу делать, потому что ну, у меня реально не хватает времени. Ну, то есть, в прямом смысле этого слова, то есть это не то, что я там сейчас пытаюсь там увилять, не увилять. То есть я разве чтобы там в машине ехать, знаешь, и вот это сторисы, как бы, ну, это уже вообще идиотизм. Там на ходу что то там делать и так дальше. Ну, это уже, знаешь, перебор. А так не хочется, чтобы там на коленке где-то в попыхах такое делать. Поэтому, м, вот, поэтому, почему замедлилась? Ну, это есть, знаешь, какой-то, наверное, момент этого осознания, что поняла, да, окей, вот прошла вот эта моя бурная штука, типа, ой, хочу, хочу, все, ну, эмоции ушли, и вот что осталось? Остались рассуждения. Я просто поняла, вот, спасибо, что ты мне посвятила, это очень прикольно, что когда ты мне вернула вот эту метафору, типа, что, блин, что ты вообще вроде хочешь улучшить качество жизни, а на самом-то деле как бы вгоняешь себя еще в какие-то такие прям жесточайшие рамки, типа, камон. И вот мне прям, знаешь, так, блин, отрезвило. Вот. А что из этого отрезвления тогда видится, по-другому? Или как оно там в этом отрезвлении? То есть у меня, знаешь, у меня сейчас появились мысли конкретно про... Вот меня зацепило где-то, наверное, триггернуло улучшение жизни. То есть для чего это все? Типа для улучшения. Типа, а насколько у меня эти все улучшения? То есть вот сейчас как-то туда, типа, вот что я для себя делаю? Вот как-то, знаешь, в эту сторону меня тянет. Там тоже как бы так, есть над чем подумать на самом-то деле. Вот. Ну, маяк этот увидела. Для меня это было важно. Вот я как-то прям его так, знаешь, заикарила. Я поняла, вот с чем мне нужно справляться, и, видишь, отследила, а то я уже опять сбилась. Вроде бы был вот этот компас, был, а тут все такая, вроде и время замерилось, появилось время, я такая: "Ну, давай опять". Вот. Мгм. По старинке. Что, будет дальше тогда с этой историей, с привычной стратегией движения по старинке? Я сейчас смещу фокус максимально на себя. Я даже знаю вот на что. Мне нужно куда-то поехать, мне нужны какие-то путешествия. Вот я очень давно никуда не ездила, и я понимаю, что мне нужно куда-то. Вот мне прям очень нужно. И я как-то это постоянно откладывала, потому что куча дел, ну, оправданий, очень много всяких оправданий, но я понимаю, что вот, моя душа хочет. Вот это действительно какая-то вот искренне, что я хочу. Я же даже знаю, вот когда с обучением, все, я даже не думала, я иду и вообще пофиг. Вот здесь я очень хочу, но постоянно как будто, какие-то оправдания.
И сейчас я понимаю, вот, я хочу вот сейчас, знаешь, как-то направить фокус на свои "хочу". Но искренне хочу, не те хочу, которые Яна у меня немножко зависла, кажется. Все, отвисла, отвисла, висишь. отвисла. У меня, знаешь, зависла на том, когда ты говорила А, про свои "хочу". ну да. Ну, главное, чтобы эти мои "хочу", они меня не А от чего это зависит? определенных вложений, а я типа просто зажглась этот новый телефончик, или это долго хочу пойти на массаж, это окей. Там, не знаю, там что еще? Хочу куда-то путешествовать, да, мне это нужно для души. Вот я прям чувствую. Вот. А какие-то другие вещи пока нужно припарковать. Вот. Это так интересно, Ян. Смотри, начали с того, что ты сказала про иллюзию Мгм. времени, про иллюзию реальность. Ты сказала, что в течение дня так много, в общем, кажется, что 5 часов и много времени, но при этом собака, и домашние дела, и много всего, и на себя остается совсем чуть-чуть времени. И сейчас говоришь про смещение фокуса внимания. Как, как ты попала в эту точку? Но мне как-то отрезвил вот этот момент с этим островом, что я Мгм. хочу улучшать свое качество жизни. Вот. А что я его как-то нифига не улучшаю, что у меня наоборот получается, я себя как-то вот этим всем, вот, мне, по крайней мере, вот опять, мне кажется, что моя вот эта старая стратегия, что когда я там мчу 300 километров в час, что для меня это прям круто, классно, всего много. Но как бы нет, это очень негативно сказывается и на моем состоянии, и физическом, на здоровье, на всем. То есть, да, если я даже один день максимально там на 100% выкладываюсь, то на следующий день я понимаю, что я уставшая, и там другие какие-то факторы тоже влияют. Поэтому, ну, зачем вот работать на максимум, если можно в кайф себе это делать? Вот для меня это сейчас было важно. А если без скорости, если без 300 километров, то как? М. Ну, вот это с кайфом, это с заботой о себе, и вот это когда этот фокус на улучшение жизни, вот конкретно на улучшение своего состояния и своей жизни. Вот. Это не просто там, я не знаю, я хочу и там работать до какого-то изнеможения, ну, как бы немножко мозги включать. Вот, что понимать, окей, у меня есть физическое тело, у меня есть какие-то мои личные потребности, то есть и о них тоже не забывать. Это про какой-то баланс. А я там, знаешь, как ребенок такой. Хочу там, не знаю, все конфеты в мире, потому что они вкусные. Даже если мама может купить этому ребенку, что он орет как сумасшедший. Ну и что, у него там будут кариес и другие проблемы, там, не знаю, сахарный диабет. Вот, поэтому эти все хочу, они не всегда как бы полезны. Вот. Даже если они очень вкусные сначала. Поначалу это ж вкусно. Вот. Ян сказала вначале, что это и про смыслы, и про приоритеты, и про тайм-менеджмент. Вот как сейчас оно все складывается? Ну, видишь, оно как-то все-таки пошло в что-то более глобальное, но оно включает в себе это и смыслы, и тайм-менеджмент, это конкретно про качество жизни. То есть там все, вот эти моменты, они уже включены. То есть это, знаешь, качество жизни — это такой себе определенный критерий, который определяет там и смыслы, и определяет, ну, короче, да, он все как раз и определяет, куда что мне двигаться, тайм-менеджмент, как мне распределять это свое время, да. Что сейчас из этой точки, где мы находимся, хочешь? Ты
Знаешь, я понимаю, что мне прям, как бы, я осознала вот этот момент, что мне достаточно, поэтому и можем двигаться к завершению. Ань, спасибо большое. Спасибо большое тебе. Прям опять как щух, много всего и действительно с иллюзией, с реальности, с дуальности. Раз, и опять складывается какая-то такая вот, классное заземление в моменте. Ну, вот как я это вижу. Да. Ну, вот ты знаешь, эта фраза, она прям, наверное, теперь будет со мной. Надо вот качество жизни, вот прям очень она как-то я ее услышала, ты ее сказала, и всё. И я поняла, что всё поменялось. Я еще даже, наверное, не поняла, что поменялось, но у меня как будто вот так она прям все изменила, да. Улучшение жизни, да. Фокус, а не на вот прям очень было сильно. Спасибо. Спасибо большое. А, Щас я тогда закончу и М? Ян, подожди, не знаю сейчас, как нам это сделать. А, давай мы здесь выйдем, а перезайдем. Да, Всё. да, да, вот в этом другом. Мгм. Давай.